Друзья, всем привет! С вами Егор Еремеев и компания SMAPS. Сегодня я нахожусь в самом центре Лондона, и сегодня у меня ностальгия, потому что я делаю обзор на учебное заведение, с которого, в принципе, началась моя британская и вообще в целом зарубежная международная жизнь. Сегодня я делаю обзор на школу, колледж Kaplan International, которая находится в центре, в самом центре Лондона, на станции метро Холборн. Холборн. Лондонский район, который находится где-то между Вестминстером и Сити. Во времена Средневековья район был особенно любим местными адвокатами. Тогда в восточной части района проживали судейские чиновники, которые работали недалеко, в суде Олд Бейли или в адвокатской конторе Грейс Инн. Есть и другая достопримечательность. На данной территории квартал Хэттон Гарден. Здесь, начиная с 16 столетия, заселялись ювелиры Лондона. И здесь также располагается знаменитый университет – Лондонская школа экономики. Недалеко от Холборна находится известная во всем мире Трафальгарская площадь, которая состоит из Национальной галереи и большого центрального района с проезжей частью. Самая известная достопримечательность площади – колонна Нельсона, которая окружена скульптурами и фонтанами. Колонна представляет собой монумент в честь Горацио Нельсона, адмирала, командующего в свое время британским флотом. Здесь же, на Трафальгарской площади, среди антуража цветов британского флага, на фоне старых автомобилей были сняты сцены возвращения с войны фильма «Чудо-женщина» с Галь Гадот. Еще одна известная площадь, расположенная в центре Лондона – площадь Пикадилли, которая считается символом города. Площадь любят за то, что, оказавшись на ней, можно ощутить столкновение трех миров – прошлого, настоящего и даже будущего. На улице расположены старинные здания, пропитанные многолетней историей, которые сочетаются с неоновыми вывесками и светодиодными дисплеями. Неподалеку находится улица, которая является самой оживленной в сфере торговли. Здесь находится более 500 торговых точек, большую часть из которых представляют фешенебельные магазины. И эта улица – Оксфорд-стрит. Здесь можно купить как брендовые вещи, так и масс-маркет. Наиболее популярные универмаги – Selfridges, House of Fraser, Marks & Spencer. В канун Рождества Оксфорд-стрит наряжают праздничными огоньками, а сама церемония происходит с невероятным размахом. Рождественские огни здесь уже зажигали Джим Керри, Энрике Иглесиас, Кайли Миноуг, Эмма Уотсон. Приехав на Оксфорд-стрит, обязательно посетите Оксфорд-стрит 6, где находится паб The Flying Horse, который разливает пиво с конца 18 века. И сюда когда-то 15 лет назад я приехал впервые для того, чтобы учиться, для того, чтобы учить язык, для того, чтобы готовиться к поступлению в университет. Сразу же маленькая наводочка. Я здесь отучился, я поступил в британский вуз, в лондонский вуз и закончил его. В центре Лондона, кстати, здания, которые сохраняют свой исторический фасад. Каплан тоже интересно, что у него такое классическое, знаете, историческое здание, и если вы заходите внутрь, изначально может показаться, опа, маленькая дверочка небольшая, но на самом деле внутри, пожалуйста, у вас есть дворик, куда можно выйти. И здесь как бы такой backyard, как бы невидимая часть айсберга.
В чем большое преимущество Каплана? На мой взгляд, это расположение. Школа находится в самом центре Лондона, станция метро Холборн. Здесь в пешей доступности находится несколько лучших вузов мира, такие как LSE, UCL. Здесь сразу же рядом находится Covent Garden. И когда вы учитесь здесь, да, это подготовительный центр, это не университет, не гигантский вуз, но вы находитесь в самом центре, столице Великобритании. И если вы обожаете Лондон, если вы любите крупные города и быть в центре событий, ребята, лондонский Каплан — это именно то место, где надо быть. Еще я хочу заметить, что здесь нет как такового 1 сентября. Да, то есть не обязательно поступать и начинать учиться именно в сентябре. Здесь есть разные даты начала, можно подать документы, рассмотреть вашу заявку и начать учиться здесь можно фактически в любое время. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, если вам интересно выучить английский язык, если вам интересно подготовиться, поступить в какие-то вузы, приехать на каникулы, переходите по ссылочкам, будут в описании к данному видео, будут ссылки на информацию о Каплане. И, кстати, Каплан — это международная организация. Вы, помимо Лондона, вы можете учиться еще и в других странах. Переходите по ссылке. Там будет вся информация об учебном заведении. Там будет онлайн-консультант, кому вы можете задать интересующие вас вопросы. Конечно, телефоны, все на русском языке. Мы всегда рады помочь как с учебой, так и с проживанием. А у Каплана в Лондоне есть абсолютно разные варианты для жилья. В одном, кстати, я остаюсь, поэтому мы с вами также смотрим резиденцию, смотрим общежитие, где студенты Каплана живут. Друзья, это небольшой обзор на мое общежитие, на мою комнату. Полуторная кровать, очень прикольно, сразу же выход ногами в окно и можно видеть всех студентов. А студенты могут видеть тебя, пока ты не закроешь вот эту шторку. Телевизор плазменный. Шкафы везде. Ну, у меня нет к шкафам претензий, не знаю, может у кого-то будут. Шкаф, холодильник, еще полки, еще ванная комната. Удобный стол, большой, здоровый. Плюс, кстати, грамотные пластиковые такие табуретки, которые одна вставляется в другую, легкие. То есть можно, если необходимо, поставить еще себе здесь несколько табуреток, если вдруг кто-то пришел в гости. В общежитии есть все. Есть спортзал, есть куча зон всяких разных. Есть внутренний двор, проводятся тут различные движухи. И, кстати, здесь у школы можно выбрать не только вот эту резиденцию, их здесь несколько в разных местах. Но места часто разбираются, бронировать надо все это дело, стараться заранее, в последнюю минуту. Может быть так, что мест просто не будет. Все здоровое здание, это все резиденция. И, насколько я знаю, большинство ребят школы остаются, проживают в общежитии, потому что там можно знакомиться с другими ребятами, постоянно находиться в общении, постоянно говорить на английском языке, и плюс там проходят различные мероприятия. Сейчас в общежитиях есть абсолютно все. Вам не нужно заморачиваться с покупкой стиральных машин себе, с дополнительными какими-то абонементами в спортзалы. Все это есть в общежитии. Это общежитие Escape. Я доехал сюда на метро за 15 минут. То есть, чтобы добраться до школы, нужно всего 15 минут. Чем крут Каплан еще, это то, что здесь все находится рядом. То есть вы прям выходите из школы, у вас, и как я уже сказал, метро. Здесь же несколько кафе, прям вот на углу, 50 метров. Основные магазины всякие, итальянская еда. Сразу же, пожалуйста, у вас пабы, Движняк, улица Движниковая. Сюда буквально 5 минут пешком, и вы на Covent Garden.
Там же Трафальгарская площадь. Все это в пешей доступности. Идти реально до 15 минут, и вы в любой точке. Это самый центр Лондона.